пожаловать на очередное занятие. Сегодня мы разучим интересную пьесу, которая и продиктует основную тему сегодняшнего урока. Это быстрая игра арпеджио. Также в этом уроке мы продолжим работать над гаммами. Сегодня мы разберем одну из самых простых минорных гамм. Вот такую достаточно динамичную пьесу мы должны сегодня выучить, но для того, чтобы в совершенстве освоить все технические элементы, я, конечно же, рекомендую играть сначала очень медленно, а самое главное – ритмично. Давайте вспомним один из типов арпеджио, который мы играли еще в первом уроке, так как техника исполнения этого приема является базовой для большинства аккордов нашей сегодняшней пьесы. Вспоминаем такой тип. Мы играли басовую струну, затем на третьей, второй, третьей струне ноты, затем на первой струне и снова на третьей, второй и третьей. Ну а теперь по порядку разберем каждый элемент пьесы. Первый элемент – это аккорд. Прижимаем третью струну на втором ладу, вторую струну на первом ладу, правая рука играет арпеджио с баса на пятой струне. Следующий элемент состоит из серии звуков, которые образуют специфический технический прием, который называется вариолажная техника. В данном случае мы играем, чередуя 4 раза подряд пятую струну с третьей струной, где на третьей струне остается неизменная нота, прижатая на втором ладу, а в басу играем следующие ноты. На пятой открытой, на этой же струне на втором ладу, на третьем и снова пятая открытая. Далее еще один аккорд, который мы играем техника арпеджио. Прижимаем на третьей струне второй лад, на второй струне третий лад и на первой струне первый лад. Правая рука играет арпеджио, начиная с баса на четвертой струне. И снова возникает элемент вариолажной техники, который очень похож на предыдущий такой же элемент, но в данном случае мы будем чередовать с третьей струной басовую четвертую, на которой также будем играть сначала открытый звук, затем прижатый на втором ладу, третьем ладу и снова открытый. Дальше играем еще один аккорд, прижимаем на четвертой струне второй лад, на третьей струне первый лад. Играем базовой техникой арпеджио, как и с начала пьесы, бас на четвертой струне.
Дальше играем еще один барелаж, в котором также 4 раза подряд будем чередовать четвертую струну с третьей. Но в данном случае ноты такие. На третьей струне постоянно прижата нота на первом ладу, а на четвертой струне последовательность нот такая. Второй лад, третий лад, снова второй и открытая четвертая. Дальше следуют два арпеджированных аккорда. В первом из них мы прижимаем бас на пятой струне на третьем ладу, третью струну на втором ладу, вторую струну на первом. Первая же струна останется открытой. И в этом аккорде прижата пятая струна на втором ладу, третья струна на первом и вторая струна на третьем ладу. Бас будет, соответственно, на пятой струне. Следующие два такта пьесы повторяют в точности первые два. Посмотрим, что должно получиться. Оставшиеся аккорды пьесы исполняются приемами арпеджио. Следующие 4 аккорда исполняются пока еще базовой техникой, характерной для этой пьесы. Играем новый аккорд, где прижимаем четвертую струну на втором ладу, третью струну на втором ладу, вторую струну на первом ладу. Бас, соответственно, на четвертой струне. Следующий аккорд, точно такой же, как и предыдущий, не нужно снимать с грифа ни одного пальца, но в басу теперь будет шестая открытая струна. Дальше остаются прижатыми четвертая и третья струна на втором ладу. Басовый звук на четвертой струне. И в последнем аккорде, который мы исполняем данным типом арпеджио, прижата только третья струна на первом ладу. В басу же играем шестую открытую струну. Прижимаем на третьей струне ноту на втором ладу, на второй струне на первом ладу. Правая рука начинает играть арпеджио с баса на пятой струне. В следующем аккорде также прижаты две струны. Третья струна на первом ладу и вторая струна на третьем ладу. Бас на шестой струне. Повторяем предыдущий аккорд, где прижата третья струна на втором ладу и вторая струна на первом ладу.
В заключительном аккорде данной фразы прижата нота только на третьей струне на первом ладу, бас на шестой открытой. Последний такт пьесы в точности повторяет предыдущий. Это цепочка из последних 4 аккордов, которые мы только что разобрали. И завершается пьеса очень простым аккордом из 2 нот, которые мы сыграем одновременно. Играем на 5-й открытой струне ноту и ноту, прижатую на 3-й струне на 2-м ладу. Вспоминаем главное правило техники правой руки при игре гамм. Это обязательное чередование пальцев и М при игре каждого последующего звука. Эту гамму легче разбирать, если каждый раз называть группу нот, соответствующих только одной струне. Итак, на 5-й струне играем сначала открытую ноту, затем на 2-м ладу и на 3-м ладу. На 4-й струне открытая нота на 2-м ладу и на 4-м. На 3-й струне всего 2 ноты, на 1-м ладу и на 2-м. На 2-й струне 3 ноты, открытая на 1-м ладу и на 3-м. Большую группу нот на 1-й струне поделим на 2. Играем открытую струну, затем на 2-м ладу, на 4-м и на 5-м. Следующие 3 ноты на 3-м ладу, на 1-м и на открытой струне. На 2-й струне играем ноты на 3-м ладу, на 1-м и на открытой струне. На 3-й струне снова 2 ноты, но теперь после ноты, прижатой на 2-м ладу, будет открытая струна. На 4-й струне, на 3-м ладу, на 2-м и открытая. На 5-й струне то же самое, на 3-м ладу, на 2-м и 5-я открытая. Ноты в первых 4 строчках пьесы удобно разбирать блоками по 8 звуков, так как это либо аккорд, звуки которого мы играем правой рукой арпеджированной техникой, либо вот такой элемент, состоящий из 8 звуков, серия которых образует бариолажную технику. В первом аккорде басовый звук играется на 5-й открытой струне, это нота ля.
Остальные звуки исполняются на третьей, второй и первой струне. Обратите внимание, что в этом арпеджио некоторые ноты повторяются. Например, на третьей струне нота ля повторяется несколько раз, на второй струне нота до звучит еще раз в этом месте арпеджио. В подобных типах арпеджио я рекомендую разбирать звук на каждой отдельной струне, например, басовый звук, затем на третьей, второй и первой, не повторяя опять звук на третьей или на второй струне, а затем по аппликатуре правой руки понять порядок струн, которые нужно будет защипывать. На пятой струне находим ноту ля открытую, на третьей струне тоже нота ля, на втором ладу, на второй струне нота до на первом ладу и на первой струне открытая нота ми. Таким образом, ноты, которые прижимаются в этом аккорде, это только нота ля на третьей струне на втором ладу и нота до на второй струне на первом ладу. Ну а правая рука защипывает струны в такой последовательности. Палец П играет ноту на пятой струне, затем на третьей, второй, третьей играем И, М, И, то есть указательный, средний указательный. На первой струне будет играть палец А, безымянный, и еще раз повторяем комбинацию И, М, И на третьей, второй, третьей струне. Разбираем эту часть такта. В такой барелажной технике удобно представлять каждые две ноты как один аккорд. Обратите внимание, что верхняя нота остается неизменной до конца такта. Что же мы играем в басу, чередуя ноты с нотой ля на третьей струне на втором ладу? В басу на пятой струне находим ля открытую, на втором ладу ноту си, затем нота до и снова нота ля на пятой открытой. Во втором такте еще один арпеджированный аккорд. На четвертой открытой струне нота ре. На третьей струне остается прижата нота ля вторым пальцем. На второй струне прижимаем ноту ре на третьем ладу. И на первой струне нота фа на первом ладу. Как вы помните из практической части урока, техника арпеджио здесь точно такая же, как и в первом аккорде. То есть П, И, М, И, А, И, М, И. Еще раз обращаю ваше внимание на то, как этот бариолаж похож на первый встречающийся в пьесе. Только здесь в басу мы будем играть ноты на четвертой струне. Четвертая открытая ре, на втором ладу ми, далее нота фа на третьем ладу и снова нота ре на четвертой открытой струне. В следующем аккорде прижатые ноты. Это ми на четвертой струне на втором ладу, соль диез на третьей струне на первом ладу, нота си играется на второй открытой струне
и нота ми на первой открытой. Если вы внимательно посмотрите на порядок струн, на которых играются ноты этого арпеджио, то вы сможете и самостоятельно подобрать аппликатуру правой руки. Ми у нас игралась на 4 струне, затем соль диез на 3, си на 2, снова соль диез на 3, ми на 1, соль диез на 3, си на 2 и опять соль диез на 3. Таким образом, если в данном арпеджио вы будете использовать для каждой струны свой палец, вы обнаружите, что легче всего сыграть именно такой аппликатурой П, И, М, И, А, И, М, И. Еще один технический прием, где мы чередуем нижнюю ноту и повторяющуюся неизменную ноту на одной из верхних струн. В данном случае на 3 струне нота соль диез на первом ладу. В басу играем последовательность из нот ми, фа, ми, ре. Ми на втором ладу 4 струны, фа на 3, снова ми и ре на 4 открытой. В этом аккорде все очень просто, уже знакомое нам арпеджио. На 5 струне находим ноту до на 3 ладу, на 3 струне нота ля на 2 ладу, на 2 струне прижата нота до на 1 ладу и ми остается открытой на 1 струне. Нота си прижимается на 2 ладу на 5 струне, соль диез на 3 струне на 1 ладу, на 2 струне находим ноту ре на 3 ладу и ми открытая на 1 струне. Обратите внимание, что 3 строчка в точности повторяет 1 строку. Именно поэтому здесь не даны никакие подсказки в виде аппликатуры левой или правой руки. Если вы уже забыли последовательность всех этих нот, вернитесь к разбору 1 строки, а затем попытайтесь сыграть все подряд. Следующая группа из 8 нот образует аккорд, который мы играем такой же техникой арпеджио, как и с начала пьесы. На 4 струне прижимаем ноту ми, на 3 струне ноту ля, также в этом аккорде прижимаем ноту до на 1 ладу 2 струны и ми остается на 1 открытой струне. Следующий аккорд точно такой же, как и предыдущий, только ноту в басу мы теперь играем на 6 открытой струне. Это нота ми. В следующем аккорде
остается прижатой нота ми на четвертой струне на втором ладу, нота ля на втором ладу третьей струны, нота си, теперь это вторая открытая струна, и нота ми на первой открытой. И в последнем аккорде этой строчки на шестой открытой струне нота ми, на третьей струне соль диез на первом ладу, на второй открытой струне нота си, и на первой открытой опять осталась нота ми. И в последних тактах пьесы техника в правой руке еще проще. Теперь арпеджио состоит всего из 4 нот. В первом аккорде находим ля на пятой открытой струне, на третьей струне прижата нота ля на втором ладу, на второй струне прижимаем до на первом ладу и ми на первой открытой. В следующем аккорде тоже прижаты только 2 ноты, на третьей струне соль диез на первом ладу и на второй струне нота ре на третьем ладу. Шестая и первая струны остаются открытыми. Ноты ми, ми. Этот аккорд играется точно так же, как и первый в этой строке. Прижимаем ноту ля на втором ладу третьей струны и ноту до на первом ладу второй струны. Несмотря на то, что этот аккорд очень похож на второй аккорд этой строки, тем не менее в нем прижата только одна струна на третьей струне соль диез на первом ладу. Все же остальные, шестая, вторая и первая, остаются открытыми. Ми, си, ми. В этом такте записан всего лишь один знак сокращения нотного письма. Этот знак означает, что все ноты предыдущего такта нужно повторить в той же последовательности с абсолютной точностью. Попробуем вспомнить последовательность этих нот и сразу же сыграть. Завершается пьеса 2 нотами, которые звучат одновременно. В басу на пятой открытой струне нота ля и также нота ля, но на третьей струне на втором ладу. Теперь вспомним длительности нот и вычислим, сколько по времени должны звучать половинные ноты в данной пьесе. Если вы вели счет в этой пьесе на каждую 16-ю ноту, то так как половинная нота включает в себя 8 шестнадцатых, соответственно, вам нужно будет до этой паузы досчитать 8 ударов. В качестве упражнения в сегодняшнем уроке изучаем гамму. И, как вы помните, я предлагал вам разбирать каждый блок нот, которые образуют последовательность только на одной из струн. Первый блок состоит из 3 нот на пятой струне. Это нота ля, си и до. На пятой открытой, на втором ладу
и на третьем. Следующие три ноты на четвертой струне. Ре открытая, ми на втором ладу и нота фа диез на четвертом ладу четвертым пальцем. На третью струну приходится всего две ноты в этой гамме. Нота соль диез на первом ладу и на втором ладу нота ля. Еще одна группа из трех нот на второй струне. На открытой струне си, на первом ладу нота до и на третьем ре. На первой струне звучит целых 7 нот в этой гамме, поэтому разбиваем на два блока. Открытая струна, затем нота фа диез на втором ладу, обратите внимание, первым пальцем. Третьим пальцем играем соль диез на четвертом ладу и ноту ля четвертым пальцем на пятом ладу первой струны. В нисходящем движении в гамме ноты соль и фа, которые были повышены, становятся натуральными. Именно поэтому здесь записан бикар для каждой ноты соль и фа. Теперь разбираем блок из трех нот. Соль на третьем ладу вторым пальцем левой руки, фа на первом ладу и ми открытая первая струна. На второй струне и в нисходящем движении такой же самый блок из трех нот. Ре, до, си. На третьем ладу, на первом и открытая вторая. На третьей струне две ноты. Ля на втором ладу и соль, открытая третья струна. На четвертой струне в группе из трех нот уже натуральная нота фа на третьем ладу, ми на втором ладу и ре четвертая открытая. Играем последние три ноты на пятой струне. На третьем ладу нота до, на втором ладу нота си и ля на пятой открытой. На этом завершим наше сегодняшнее занятие. Всего доброго, успехов, увидимся!